Всем доброго раннего утра. Сейчас без 26. Ежели кто не верит, могу показать. Дорогие друзья, еще раз повторюсь, может быть, но полезно иногда повторяться. Как вы думаете, в чем секрет удачливости человека? Вообще, по всем законам и канонам Авесты и древних вед, если считать по числу моего рождения и по созвездию, под которым я родилась, и прочее, прочее, и прочее, хочу вам сказать, у меня в жизни абсолютно нет места удачливости. Представляете? У меня нет удачливости. Вот для меня это понятие удачливость вообще исключается. Представляете? Вопреки тому, что, может быть, многим кажется, что я очень везучий, удачливый человек, ведь я вот смогла себе сделать имя. А я хочу вам сказать, что согласно вообще вот дате моего рождения, под каким созвездием я родилась, по всем восточным и западным гороскопам и прочее, прочее. Это к тому, что эти сведения, они все-таки раскрывают именно личность человека. Да? Я говорила, что это не ясновидение, это психологический портрет человека, и он очень-очень точный. И сколько было желающих познать, были люди, которые увлекались этим еще в молодости, мне все время говорили, да. Сейчас вспоминаю то, что они говорили, и действительно так и есть. Я человек, который совершенно не имеет никакого отношения к удачливости. То есть я тот человек, которым просто так никогда ничего судьба не дает. Хотя есть люди, которым дается. Ну вот, например, сейчас я отдала вам столько работ, и вам уже дается. Даже просто так дается. Потому что вас научили, как обратиться, как попросить и как получить эту удачу. Вот все, что у меня в жизни есть и происходит, и все, к чему я стремлюсь, и все, что я смогла, скажем так, заработать, имя, знания, эти дары. Конечно, есть люди, не то, что есть, это 100% есть люди, которые 100 миллионов раз богаче меня. Я не богатый человек, я просто живу в достатке. Но все, чего я добилась, абсолютно одна в этой жизни, пройдя много испытаний, это все результат моих работ. У меня нет абсолютно ни капли удачливости или случайного везения в моей жизни. Все, что у меня есть, это результат моей работы, кропотливого труда. Просто фанатичной работы. А фанатичный человек, который фанатично относится к своей профессии, к своей работе, он всегда добьется успеха. Так вот, без 26. Те, которые меня облаивают, сладко спят, да? И, наверное, во сне видят, как они меня побеждают. А я работаю. Пройдет время, они опять увидят еще раз результат моих других трудов, новые книги, новые свершения. Начнут лаять. Потом опять лягут спокойно спать, будут видеть 40-й сон, когда я здесь опять буду просто пахать, как старый еврей. Снова проснуться, увидят что-то новое, поставить дизлайк и начнут облаивать. Именно поэтому, дорогие друзья, они никогда ничего не добьются, их имена потеряются во времени, их никто помнить не будет, а мое имя останется. Останется, потому что я для этого очень много делаю. Например, работаю. Работаю до 6 утра. Вчера знаете, во сколько я легла спать?
полвосьмого где-то. И то себя заставила, думала, дай-ка еще отвечу народу, потому что обычно в пятницу я вот начинаю отвечать всем. Потом думаю, не-не-не, я днем отвечу. Уже все, сил нету реально. Я просто отключаюсь. Вот. Работайте, товарищи, работайте, и тогда все будет хорошо. Почему у нас сейчас вот такое изобилие огня? Мы проведем с вами ритуал священный Атрушан. У меня много ритуалов, связанных с огнем, и Атрушан встречается не раз. Что такое Атрушан? Жертвенник огня. Вообще это древнемидийское слово, что означает огненная стена. Когда перед храмами зажигали такое количество огня, что казалось, что просто стена огня издалека светится. Жертвенник. Потом слово Атрушан осталось только в армянском языке. Восточные народы были огнепоклонники и остались ими. Оджах – огонь с фарси, древнеперсидского, точнее с пехлевийского. Очаг, который вы используете, да, семейный очаг, огонь. Потому что семья собиралась вокруг костра, вокруг огня. В древние времена просто делали отверстие на крыше и прям дома варили. Вот это живой огонь был все время дома. И поддерживать огонь было долгом женщины. То есть это роль женщины в семье все время поддерживать огонь. Вот и говорят, женщина, хранительница очага. Считалось, что там, где есть очаг, где есть огонь, злым духом делать нечего. Огнем очищали помещение. Через огонь прыгали в священные праздники, оставляя в огне все свои болезни, все свои злые мысли. После рождения ребенка 40 дней горел огонь в этом помещении, чтобы отогнать злую силу, чтобы они не вредили ребенку. Езиды, например, считают, что Бог – это вселенский огонь. Медийцы считали, что Ахура Мазда ночью любит пламя огня и зажигали до утра огонь. Огню направлялись намазы, то есть приветствие. Индийское слово намаха на хинди, может, часто слышали в этих мантрах. Намаха есть намаз, поклонение огню, поклонение солнцу, как носителю энергии огня. Ведь намаз – это не исламская традиция, намаз – это традиция Востока. Кланяться солнцу утром, днем и ночью, когда солнце садится. Эта традиция осталась, переняла, то есть религия ислам. Но, как ни странно, у езидов есть точно такая же молитва – стелить коврик и кланяться огню. Огонь – это могучая энергия, которая всепоглощающая. Потому что если огонь ярый, то пламя тушить не получится даже в воде. Если огонь ярый, он может сожрать и землю. Он может отравить и воздух своим дымом. А значит, над всеми стихиями властвует огонь. Огонь может испепелить, огонь может исцелить. В магии используются свечи все время. Энергия огня всегда есть. Если в ритуалах каких-то там есть вода, в каких-то ритуалах есть земля, огонь есть всегда. Это свечи.
поддержание огня переняло христианство. Когда шли в те места захоронения, или раньше вообще-то предавали огню, тела сжигали, но те места, где они погибли, или место их памяти, зажигали огонь, питали душу энергией огня. Отсюда и традиция на кладбище ставить свечи. Считать, что это на память, просто поминают и так далее. А почему, сами объяснить не могут. Что поминать нельзя словом. Зачем огонь? Зачем зажигать свечу? Даешь энергию огня душе. Когда ты идешь туда, душа спускается к тебе. Ты же приходишь, посещаешь его. Вот он привязан к своему месту, к своей могиле. Особенно, если человек недавно ушел. Ты зажигаешь огонь и даешь ему энергию. Ты как бы приносишь ему презент, подарок. Насыщаешь его душу энергией. Зажигать свечи в память о ком-либо. Устраивать, не крестный ход, просто хождение, да, там со свечами, в память о каких-то событиях, о жертвах и так далее. Отдавать душам энергию огня. Мы делаем это все по неволе. Мы не знаем, почему это делаем. Мы просто следуем традициям, и если нас спрашивают, мы говорим, вот наши деды, отцы вот всегда делали, и мы вот делаем. А на самом деле каждое определенное действие человечества имеет свое объяснение. Просто не каждый знает это, не каждый может объяснить. Вот я вам объясняю. Огонь имеет особенность давать энергию душе. И мы, как бы поминая человека, даем энергию его душе. Помогаем его душе насытиться. Кормление духов слышали когда-нибудь? Вот кормят духов гор, кормление духов степей. Это не с ложки кормят, понимаете, кашу варят, а дают им энергию. Оставляют пищу, оставляют кровь, зажигают огонь. То есть все эти ингредиенты, они кормят, они дают силу душе. Испокон веков, тысячелетиями, особенно на Востоке, обращались к огню, к священному Атрушану за помощью. Но в то же самое время огню нужно было принести жертву. То есть что-то отдать огню, чтобы огонь имел силу исполнить твое желание. Чаще всего это была или пшеница, или ячмень, или овес, или кусочки хлеба. Сушили хлеб и кидали в огонь, прося при этом свое желание. Итак, вот этот ритуал, он очень сильный. И основан он на более древние тексты. Но создано для вас, для обычных людей, чтобы он вам помогал. Не злоупотребляйте этим ритуалом. Но когда у вас есть очень большая такая мечта светлая, выполните этот ритуал, называя свою мечту. Читайте 4 раза. Можете в магазине купить. Там продают иногда семена ячмени, пшеницы. Или возьмите хлеб, высушите маленькими кусками заранее, чтобы потом выполнить этот ритуал. Для сырья может и эти листочки можно зажигать, создавая огонь. Можно веточки сушеные, можно спирт. Просто листьями здесь удобнее сейчас, поэтому я так и делаю. Создать источник огня и кинуть туда то, что вы жертвуете огню. Читать 4 раза. Просто создать такое изобилие огня. Много свечей, можно разноцветные, можно одинаковые. Просто чтобы было ощущение
вот священного Атрушана, то есть жертвенника огня. После того, как вы провели, пусть немного горят, ну, может быть, минут 10-15, потом потушите вот этим гасителем. Желательно, чтобы пальцы не обжечь, потому что огонь в таких ритуалах бывает очень ярый, такой агрессивный. И все. Желательно провести или под утро, или вечером, в сумерки. В сумерки лучше получается. В сумерки духи активнее. Огонь всегда делили на две части. Небесный огонь и адов огонь. Ад – это не тот ад, дорогие друзья, который христианство говорит. Ад – это понятие Тартара, то есть нижнего царства, царства теней. Вообще слово «ад», некоторые говорят, что произошел от Аида, слово от имени Аид, бог Аид. Есть версия как Гадес, это большая свалка под Иерусалимом, которую раз в году сжигали. Отсюда и гиена огненная, когда проклинали друг друга. Потому что тела преступников нельзя было предавать земле, не слишком много, по-человечески. Их сжигали как мусор. Вот поэтому и проклятие, чтобы ты сгорел гиене огненной. То есть, чтобы ты не был в почете даже после смерти. Ну, впрочем, откройте мой ролик «Ад – это миф», и там все сказано. Зажигаем. Вот. Прекрасно. Даем огню жертву. Вы должны почитать огонь, просить и давать ей силы и пропитание, чтобы она исполнила то, что вы просите. Просто так никто ничего не делает во Вселенной, дорогие друзья. Это только люди, привыкшие все на халяву, чтобы вот так вот сделайте мне, помогите, делайте, подарите. А во Вселенной ничего просто так нету. За все берется плата. И мы с вами тоже должны отдавать эту плату, если мы хотим помощи. Так. Бери свою жертву, священный Атрушан. Радуйся вместе со мною, ликуй, огонь богов, и помоги мне, и услышь меня. Прими жертву, священный Атрушан. Радуйся вместе со мной, огонь богов, ликуй и исполни мое желание. Видите, я же говорю, здесь огонь агрессивный. Надеюсь, не сильно сожрал он мой маникюр, который так надо обновить уже, в принципе. Вот, все ему предназначено, вот все ему и отдаю. Пока тлеет, начнем читать. Я прочитаю 1 раз, вы 4 раза. Ничего никуда потом выносить не нужно. Вы сейчас расплачиваетесь с огнем. О священный Атрушан, вселенский огонь, великих богов, я почитаю тебя, я заклинаю тебя. Поделись огонь надвое, на огонь богов и на адов огонь, Атрушан света и тьмы, небесный и земной.
Объединись в мое желание, исполни мое заклинание. Прошу тебя, Атрушан священного огня, не пожалей силу для меня, исполни мое желание. Назовите полностью. Помоги мне в таком-то деле или в этом деле. Двум огням повелеваю, два огня заклинаю. Огонь богов и огонь демонов, огонь небесный и огонь земной. Объединись, как я прошу, так все и случись. Мое слово — огонь, земля и я. Да будет так, заклинаю. Еще раз прочитаем на всякий. Священный Атрушан, вселенский огонь великих богов, я почитаю тебя, я заклинаю тебя, поделись огонь надвое. На огонь богов и на адов огонь, Атрушан света и тьмы, небесный и земной, объединись в мое желание, исполни мое заклинание. Прошу тебя, Атрушан священного огня, не пожалей силу для меня, исполни мое желание. Назвать желание. Двум огням повелеваю, два огня заклинаю, огонь богов и огонь демонов, огонь небесный и огонь земной. Объединись, как я прошу, так все и случись. Мое слово — огонь, земля и я. Да будет так. Заклинаю. После оставьте догореть. Минут 10-15. Потушите. Эти свечи можно использовать и в других ритуалах. Всем удачи. И пусть ваши желания с помощью священного Атрушана сбудутся.